Как следует из указа мэра столицы Сергея Собянина, руководители московских организаций обязаны с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Данный указ опубликован на сайте мэра. Также на удаленку должны отправить всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций индивидуальных предпринимателей. При этом отмечается, что не будут распространяться требования о переходе на удаленную работу на медицинские организации, предприятия оборонки, Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей. Как уже сообщалось ранее, на прошлой неделе столичные власти попросили крупнейшие московские компании по возможности перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы. Пожилым людям и жителям города, имеющим хронические заболевания, при этом посоветовали взять больничный или отпуск и избегать лишних контактов. Мэр Москвы Сергей Собянин выражал надежду, что новые рекомендации позволят сократить транспортные потоки в метро и наземном транспорте. Однако заболеваемость COVID-19 в Москве продолжает расти. Как сказал с сожалением мэр столицы Сергей Собянин, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно, хотя ряд предприятий действительно последовал нашему призыву. Как результат, вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализации более 5000 в неделю. Также увеличивается и количество людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме, более 1500 человек. Доля детей среди заболевших впервые превысила 19%, а доля людей старше 65 лет возросла менее чем с 15% летом до 20-25%, добавил мэр столицы. Для справки, за последние сутки в России выявили 8945 новых случаев COVID-19. На первом месте по приросту заболевших – Москва, плюс 2424 пациента. Всего с начала эпидемии в стране от коронавируса скончалось 20 900 человек, 964 тысячи победили инфекцию.